Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Давид Будда, меня зовут Давид. И я счастлив по умолчанию. Сегодня будем говорить о теме воздержания. Все, все, все говорят про эту тему. Все говорят про эту тему, но они говорят только поверхностно. Я пытаюсь вам донести, это не то, чтобы вот это стыдно, это делать нельзя, да, потому что людям, когда я говорю, что это стыдно, этого делать нельзя, он наоборот хочет этого еще больше делать, да. Вот сколько бы там ни говорили, что девочки, которые закрыты, они более такие воспитанные, 5-10, но как ни странно, блядь, если ко мне приставало 100 женщин или 100 девушек, которые были мини-юбки там или открытые, из них, наверное, было большинство все закрытые. То есть они больше флиртуют, больше хотят познакомиться, больше хотят выйти замуж, потому что им запрещают этого делать. Или почему возьмем арабские страны, возьмем там страны, где почти все запрещено. Почему после Советского Союза, в Советском Союзе так много из бывшего Советского Союза вышло так много преступников? Да, по всей Европе стало известным русские мафиози. Хотя они не все были русские, да, конечно, но их почему-то называли русскими мафиози. Потому что они выходцы из СНГ. Почему-то. Потому что все было закрыто. Все было запрещено. Им говорили, что это делать нельзя, это делать стыдно, это делать порочно. Как в Библии говорится, война порождает войну. Сопротивление порождает сопротивление. То же самое. Когда человеку что-то запрещаешь, он наоборот ему, как говорится, запретный плод сладок. Как бы это не звучало банально, но факт всегда остается фактом. Нельзя запрещать. У человека должны быть свои цели. И к этим целям тебе поможет быстрее дойти воздержание. Да? Воздержание это не то, что говорится в некоторых каналах, не буду говорить название, конечно же. Как говорится в некоторых каналах воздержания, что воздерживаетесь, станете духовным. Блять, человек, если не духовно, он никогда им не станет. Как человек может стать духовным? Да? Он максимум станет религиозным, но религиозность и духовность это разные вещи на самом деле. Да, богослов может стать духовным. Богослов может быть духовным. Но если человек материален, да, сам по себе, то есть у него материальные мысли, его не заставишь стать. Есть, да, возможно, он когда-то придет к этому. Когда-то. На самом деле, воздержание это очень древнее знание на самом деле, да, если так посмотреть, это реально древнее знание. Но почему-то сейчас какие-то псевдодоктора, псевдопсихологи поднимаются и говорят, что нужно заниматься мастурбацией. Да, я не хочу на самом деле ковыряться во всем этом, да, вот, что говорит, что правительство виновато во всем. Возможно, мне вот вчера вечером в голову пришло, возможно, они просто прочитали европейских некоторых психологов, да, в Европе очень много, кстати, психологов, которые за обе руки за то, чтобы все мастурбировали. Мы за то, чтобы все еблись, грубо говоря. Но возможно, они просто хотят, чтобы эти люди болели, как бы, да. Эти люди болели и приходили к этим же докторам. Ну, возможно, я глупо рассуждаю, но я не знаю, что может быть еще. Чтобы эти люди приходили к этим докторам, лечились, и эти доктора опять говорили, что идите мастурбируйте, потом опять возвращайтесь к нам, и мы будем вас лечить. Интересно.
И это круговорот продолжается. I don't understand. К сожалению. Но я считаю, что это древнее знание, и это знание должны знать почти все люди. Да, в принципе, все люди об этом знают. Как знают? Некоторые знают на осознанном уровне, некоторые знают на ментальном уровне, некоторые знают на материальном уровне, некоторые знают на информационном уровне. То есть он просто прочитал или услышал где-то аудиальном уровне или визуальном уровне. То есть он визуально увидел, что написано, прочитал, знает, но не верит или там не хочет верить. Или, в принципе, да, то есть каждый человек изнутри, он чувствует, что это полезная вещь на самом деле. Это древнее знание, это придумали короли, цари для царских семей, для королевских семей. И начали объяснять своим тоже, что вот когда идешь на войну, там через 3 месяца, через полгода будет война, через год будет война, нужно вот 6 месяцев, 8 месяцев воздерживаться от женщин, от похоти, на то время порнографии не было. Когда я был в Индии мне говорили, что там, вы знаете, на данный момент такого нету, да, но когда, по крайней мере, я был в Индии, там семьи делились на 2 части, там низшая каста и высшая каста, там были эти синьки и другие касты, грубо говоря. И эти синьки занимались йогой, занимались медитацией, занимались всякими там практиками. Допустим, они с детства своим детям запрещают трогать свой член. Они говорят, что твой член должна трогать только твоя жена, или ты должен там, когда в туалет ходишь, я точно не знаю, как это происходило, да, даже когда они в туалет ходят, если не ошибаюсь, там у них в туалете стоит какая-то херня такая, как пинцет. Они этим берут свой член, писают, и эту херню там споласкивают, ставят там на место, специальное место. То есть они уже 4000 лет тому назад знали это знание, что письку трогать нельзя, с ними играться нельзя. Вот это элементарное, в принципе, знание, да, элементарное знание, что в носу ковыряться нельзя, у тебя там будут проблемы, в ушах ковыряться нельзя, там в зубах ковыряться нельзя, и пиписькой нельзя играться нельзя. Почему кто-то, какой-то чокнутый человек приходит в комментариях, пишут, что «Да что вы говорите, мы всегда мастурбировали, мы всегда убивали людей, мы всегда бухали водку, мы всегда крали, мы всегда, я не знаю, занимались всякой блевотиной». Почему мы это должны повторять? Почему мы должны повторять ту гадость, которую мы всегда, в принципе, делали? Друзья, вы серьезно? Мы всегда это делали. Если хочешь чего-то добиться, точнее не то, чтобы чего-то добиться, да, вот это на самом деле неправильная конструкция слова. Если хочешь чего-то добиться, не дрочи и не занимайся мастурбацией. Особенно не смотри порно. Да, и человек выключает компьютер и сидит. Ждет. И что? Это не работает. Это не работает. Фигня ваше все воздержание. И пишет там комментарий. Понимаете, друзья? У тебя должна быть цель, да? Вот, допустим, у меня есть список целей. Я их ежедневно пишу. Я пишу эти цели, чего я должен добиться. И пишу его в настоящем моменте. Не когда-то это будет, да, именно что я их уже как будто уже добился. То есть я их пишу в настоящем моменте. И все, что меня отделяет от моих великих целей, это меня не касается. И, допустим, если ты поставил себе цель, допустим, открыть там итальянский ресторан или турецкий ресторан, с помощью воздержания ты, наверное, раз 20 или раз 40 быстрее дойдешь до своей цели. То есть, если ты через 10 лет откроешь свой ресторан, ты его откроешь, скорее всего, с помощью воздержания за полгода. Или вообще за 3 месяца. Ну, каждого по-разному работает на самом деле. Но ты должен понимать, что когда ты воздерживаешься и думаешь о своих целях, ты быстрее дойдешь до своих целей. Это работает, это 1000% работает. Для этого и было придумано, то есть не то чтобы придумано, да, было осознанно принято это решение, что
Вот все ученые, да, возьмем от Теслы, от Зигмунда Фрейда, все эти люди воздерживали, чтобы каких-то научных прогрессов дайте, сделать какое-то научное открытие. Это от любого тупого человека воздержание делает умного человека, если он чем-то занимается, а не просто там, все, я не смотрю порно, я не смотрю порно. Сегодняшнее я перестаю смотреть порно. Это не работает, друзья. Нужно чем-то заниматься, да, там, книгу читать, развиваться, спортом заниматься, бегать. Вот тогда это работает. Тебе даже, в принципе, не захочется заниматься мастурбацией. Ты увидишь, что, идет прогресс, там девушки подходят, сами знакомятся, спрашивают, откуда ты, что-то. Тогда это работает. Монах-отшельника вы знаете, да, смотрите его канал, скорее всего. Посмотрите на него, он тупой, как пробка, он беден, как церковная крыса, но он сказал очень замечательную вещь, да, то есть я думаю, что в России, наверное, можно посчитать пальцами тех людей, которые он сказал. Тех людей, которые могут сказать то, что он сказал. Он сказал супер вещь, которая, миллионам людям в голову даже не приходит. Даже не то, что не приходит, да я не думаю, что он даже это сказал, он это осознал уже конкретно. Что единственная вещь в мире, которая людям помогает, да, чего можно добиться в жизни, с чего помощи можно добиться в жизни, это любовь. Он в своем канале сказал, что кого-то избивая, кого-то ругая, кого-то там оскорбляя, вы ему нихуя не объясните. Он, скорее всего, скажет, что ты тоже такой же, уйдет. То есть любовью можно любую вещь решить. Хотя я не уверен, что он осознал, что такое любовь, да. Вот для меня любовь это определенная энергия. Я даже могу рассказать про медитацию. Есть такая медитация, любовь называется. Ты сосредотачиваешься на своем сердце и из своего сердца отправляешь энергию деньгам, вилле и того, чего ты хочешь создать. Потом представляешь, что это все тебе идет. И это работает на 1000000%, даже с первых дней вы можете это почувствовать. Это супер вещь, друзья. Хочешь стать научным открывателем, хочешь учить уроки быстрее, хочешь быть успешным в универе, воздерживайся от порнографии, от мастурбации. Если хочешь таких вот пиздатых вообще конкретных каких-то достижений, да, если ты не умеешь заниматься тантрой, если ты не умеешь правильно выбирать женщин, да, лучше вообще от женщин тоже держись подальше. Если ты умеешь заниматься тантрой, если ты умеешь заниматься йогой и принимать женскую энергию, тогда да, пожалуйста, занимайся сексом тоже. Вот так. Потому что мне всегда, опять-таки, повторяют, спрашивают, что ты какие-то наркотические вещества употребляешь, ты не можешь быть таким счастливым. Иногда я кричу в камеру, иногда я истерично смеюсь, да. И людям кажется, что я какой-то агрессивный. Нет, на самом деле я вот даже 10-15 минут кричу, допустим, да, говорю, что да, блин, вы заколебали, хватит. И потом начинаю смеяться, потому что уровень серотонина в моей крови предостаточно. Поэтому я всегда счастлив по умолчанию. Да, мои нервы практически в порядке. Стакан ломается, я просто беру веник, пылесос, собираю. Телефон ломается, я не говорю, господи, что моим телефоном. Я просто хожу мастеру и говорю, что посмотрите, что моим телефоном. Я подойду через 2 часа. Все. Окно сломалось, я просто ухожу в другую комнату спать. Там собака пропала, я говорю, что вернется. Все работает. Будьте счастливы по умолчанию, друзья. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем свои комментарии. Мне будет очень-очень интересно их прочитать. И постараюсь ответить на ваши вопросы. И я буду знать, что мне снимать в следующем видео. Я хочу, чтобы вы были счастливы по умолчанию, друзья. One more and more people just want more and more freedom and love. What is looking for? More and more people just want
for